Привет, YouTube! Если у вас не получилось обновить ваш Windows до версии Windows 10, как я показывал в этом видео, или вы хотите поменять разрядность вашей операционной системы, то у вас один выход – полная переустановка. В принципе, процесс переустановки Windows не такой сложный, и если делать все пошагово и осторожно, вдумываясь в каждое нажатие, то ошибиться довольно сложно. Я разбил установку на 10 шагов. Шаг 1. Скачать образ Windows 10, как это показано в этом видео, или любой другой Windows, начиная с Windows Vista. Шаг 2. Записать образ на флешку или диск. Я советую выделить для хранения установщика Windows отдельную флешку, только для этого предназначенную. С флешки установка Windows происходит гораздо быстрее и стабильнее. Шаг 3. Узнать размер диска C. Запишите себе, какой размер имеет ваш диск C для вашего Windows. Я рекомендую оставлять для системы 50 ГБ памяти. 20 ГБ – это минимум. Шаг 4. Сделать бэкап драйверов. Перед установкой нового Windows советую сделать бэкап ваших драйверов. Как это легко сделать, смотрите в этом видео. Единственное, стоит заметить, что если вы делаете бэкап драйверов на 32-битной системе, а устанавливаете 64-битную систему, то некоторые драйвера могут не завестись. Для этого советую вам заранее позаботиться о наличии драйверов хотя бы на сетевую карту. Заранее зайдите на сайт производителя вашей сетевой карты и скачайте драйвера под нужную разрядность вашей операционной системы, чтобы на новой системе у вас хотя бы на сетевую карту гарантированно были драйвера. Шаг 5. Загрузиться с флешки. Здесь нужно остановиться чуть подробнее. Вставьте флешку с установщиком Windows в разъем USB 2.0. Именно USB 2.0, так как если вставить USB 3.0, может быть вот такая ошибка. Теперь нам необходимо зайти в BIOS. BIOS – это такая система, которая управляет всеми устройствами вашего компьютера. Так как нам для установки Windows надо загрузиться не с жесткого диска, а с флешки с Windows, то надо это указать в BIOS. Первый вариант, как это сделать, зайти в сам BIOS. На ноутбуке нажмите клавишу F2 при включении ноутбука, а на компьютерах клавиша Del или та же F2. В BIOS переходим на вкладку Boot, то есть загрузка. Далее выбрать пункт Boot Device Priority. Приоритет загрузки устройств. В этом меню мы выставляем приоритет загрузки для BIOS. Первым надо поставить нашу флешку. Кстати, если флешка у вас одна, а в BIOS их две, только перед одной стоит слово UEFI, то выберите название вашей флешки без приставки UEFI. Я потом покажу почему. Итак, флешка у нас первая в загрузке, поэтому выходим из BIOS, сохранив настройки нажатием клавиши F10. Второй вариант, как загрузиться с флешки, не заходя в BIOS, это вызвать меню единоразовой загрузки Boot меню. Кстати, я всегда пользуюсь только именно этим вариантом. Зайти в Boot меню так же легко, как и в BIOS, но клавиша для вызова уже другая. У каждого производителя она может быть разная, но в основном это одна из F8, F9, F12 или Escape. На примере сегодняшнего ноутбука мы видим, что у него клавиша выбора единоразовой загрузки – это клавиша F9. Зайдя в меню единоразового выбора устройства загрузки, мы видим то, о чем я говорил. Флешка у нас одна, а в списке устройств загрузки их две. Что делать? Если вы выберете флешку, в названии которой есть приставка UEFI, то вам придется полностью удалять весь диск со всеми данными, и только тогда вы сможете установить Windows, так как в системах UEFI разметка диска должна быть GPT, а у нас она MBR. Но если вы недавно купили ноутбук и на нем уже предустановлена Win8, например, то у вас, скорее всего, уже разметка диска как раз таки GPT, и вам наоборот, надо выбрать вариант UEFI плюс название вашей флешки. В общем, если у вас возникла такая вот ошибка, просто перезагрузите и выберите в загрузке другой вариант. Шаг 6. Начинаем установку Windows. Итак, мы зашли в утилиту установки Windows. После принятия лицензионного соглашения вы должны выбрать второй вариант – выборочная, только установка Windows. Внимание!
Далее идет очень важный момент выбора вашего диска C для нового Windows. Если вы укажете его неправильно, то вы или удалите не тот раздел, или установите Windows на другой раздел, что еще хуже. Восстановление данных тогда с него будет невозможно. Так что будьте уверены на 100%, что выбираете верный раздел для установки Windows. Итак, программа установки спрашивает вас, куда вы хотите установить Windows. Помните, я вам говорил запомнить размер вашего диска C? Вот теперь найдите раздел такого же размера и удалите его. Тем самым вы удалите диск с вашим старым Windows и освободите место на диске для вашего нового раздела. Если у вас есть маленькие разделы размером несколько мегабайт, то можете тоже их удалять. Они нам уже не нужны. Новая система создаст их сама заново, если потребуется. Далее установите курсор на незанятое пространство и нажимайте кнопку «Создать». Снизу вы сможете указать нужный вам размер в мегабайтах нового диска C. Я ставлю без изменений. И нажимайте кнопку «Применить» и «Ок». Довольно быстро система создаст новый раздел для нового Windows и, возможно, еще один небольшой дополнительный раздел для системных файлов. Теперь вы должны выбрать курсором ваш новый диск C и нажимайте кнопку «Далее». Шаг 7. Загрузиться с диска HDD. Файлы установки Windows до первой перезагрузки будут скачаны на диск C. И после первой перезагрузки система должна уже загрузиться не с флешки, а с вашего нового диска C. Если вы заходили в BIOS, то зайдите еще раз и поставьте ваш диск первым в очереди. Если вы не заходили в BIOS и вручную не выставляли загрузку с флешки, а пользовались меню единоразовой загрузки, то скорее всего загрузится как обычно ваш диск. Но бывает всякое, так что если после перезагрузки у вас опять захочет начаться установка, то значит система загрузилась с флешки заново и вам надо вручную загрузить ее с диска. Шаг 8. Немного подождать. Далее система будет несколько раз перезагружена. Весь процесс теперь зависит полностью от мощности вашего железа и от того, какой у вас диск установлен. У меня на i5 и диске SSD система устанавливается за 5 минут, а у кого-то и полчаса может устанавливаться. Не отходите далеко от компьютера, вам придется вводить имя пользователя, имя компьютера в сети или другие данные, которые он у вас запросит. Если вам кажется, что компьютер завис, это не так. Просто не мешайте ему, он думает. Шаг 9. Восстановить драйвера. Итак, система установилась и некоторые драйвера необходимо установить. Как это сделать, смотрите в этом интересном видео. Шаг 10. Все готово. Подпишитесь на мой канал и не пропустите очередное интересное видео. А с вами был Спец. Всем удачи и пока!